Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Знаете, что самое обидное в попаданстве? Нет, не то, что ты оказываешься в другом мире. Не то, что вокруг все чужое. И даже не то, что ты больше никогда не попробуешь свой любимый раф на овсяном молоке. Самое обидное – это когда ты засыпаешь в самолете по пути в долгожданный отпуск на Мальдивы со страховкой и новым купальником, на который ты копила полгода. А просыпаешься в теле незнакомой полной девушки в платье, которое трещит по швам отнюдь не от избытка радости. И ни Мальдив, ни самолета, ни нормального Wi-Fi. Но я забегаю вперед. Меня зовут Дарин. Мне 28 лет, я психолог по образованию и копирайтер по необходимости. И вот была и стала, или точнее перестала быть, потому что сейчас я кто-то другой. Я поняла это не сразу. Сначала потолок, другой потолок. Не номер в отеле, не больничная палата, а обычный потолок, бежевый, с трещиной. Потом тело. Тело, мягко говоря, было не моим. Мое тело было нормальное, спортивное, на фоне регулярных попыток ходить в зал и регулярных попыток туда не ходить. Размер одежды М, иногда С, если бренд вам льстит. А это тело, скажем так, было более щедрое, более объемное. Я села, посмотрела вниз. Грудь солидная, живот есть, и он не стесняется. Бедра широкие. «Ладно», — сказала я, — «это нормально. Это просто сон. Я сплю. Самолет, турбулентность, неудобная поза. Вот мне и снится, что я толстая в чужой кровати». Голос был не мой, низкий, чуть хрипловатый, с каким-то мягким акцентом. Я встала. Ноги чужие, но слушаются. Прошлась по комнате. Комната маленькая, но уютная. Кровать, шкаф, стол, окно. На столе бумаги, печати, чернильница. Чернильница. Не ручка, не ноутбук. Я подошла к зеркалу. Зеркало старинное, в резной раме, чуть мутноватое, но отражение ясное. Из зеркала на меня смотрела круглолицая девушка лет 25. Русые кудри, рассыпанные по плечам, карие глаза, круглые щеки, мягкий подбородок, полные губы и выражение полного, абсолютного непонимания. Потому что это выражение было моим. «О, — сказала я. Потом я сделала то, что делает любой нормальный человек в такой ситуации. Я ущипнула себя. Было больно. Потом я поискала телефон. Телефона не было. Поискала часы. Часы были настенные с маятником. Нашла календарь на стене, отрывной с датами. Год не разобрала, но точно не мой. Я села на кровать, выдохнула и сказала себе то, что говорила клиентам в кризисных ситуациях. «Дарин, ты в стрессе. Это нормально. Дыши, оцени ситуацию. Что ты знаешь?» Я знаю. Первое, я не я. Второе, я кто-то другой. Третье, я в комнате, которая выглядит как декорация к фильму. Четвертое, чернильница вместо ручки – это реальность. И пятое, у меня нет телефона, нет интернета и, вероятно, нет Гугла. «Просто отлично», – сказала я. И в этот момент дверь открылась. Дверь открылась, и в комнату ворвалась девушка. Нет, не ворвалась, влетела, внеслась. Быстро и решительно. Маленькая, худенькая, темные волосы собраны в непослушный пучок. Передник, карман. Глаза серые, острые, одновременно тревожные и ликующие. «Мадемуазель Морель, вы проснулись! Слава небесам! Мы уже 2 дня вас не видели. Я думала, вы заболели. Я даже врача вызвала, но он сказал, что вы просто спите. Хотя кто спит 2 дня подряд, я спрашиваю?» «Ну вот, вы встали, и прекрасно, потому что внизу 3 клиентов, и месье Пти с утра стоит у двери. Он хочет знать, подходит ли его дочь месье Лефевру, и я не знаю, что ему сказать, потому что вы единственная, кто видит пары, а я просто записываю». Я моргнула. Девушка перевела дух.
И еще, добавила она, хлеб подгорел. Я моргнула еще раз. «Кто вы?» – спросила я. Девушка отступила на шаг. Серые глаза расширились. «Мадемуазель, вы не помните?» Я лихорадочно соображала. Амнезия, конечно. Амнезия – идеальное прикрытие. Я ничего не помню. Я бедная девушка, которая ударилась головой и забыла все, включая свое имя. «Я не помню», — сказала я жалобно, — «совсем. Кто я, где я и почему у меня чернильница вместо ручки?» «Вместо чего?» «Ничего. Кто я?» Девушка схватилась за щеки. «О, небо! О, небо, небо! Мадемуазель, вы Маргерит Морель, вы владелица брачного агентства. Ваша тетушка, мадам Вивьен Морель, оставила вам его в наследство месяц назад, а я Селеста Дюран, ваша помощница. Вы меня помните?» «Нет», — честно сказала я. «Совсем?» «Совсем». Селеста села на стул, посмотрела на меня, на потолок, потом снова на меня. «Ну, — сказала она, — хуже уже не будет. Вы хотя бы связно говорите. 2 дня назад вы бормотали что-то про самолет и Мальдивы. Я думала, вы бредите». Я чуть не поперхнулась. «Я говорила это?» «Да, еще раф на овсяном молоке. Что такое раф?» «Это напиток». «Какой?» «Это длинная история». «Ладно, вы не помните, я напомню. Вы Маргерит Морель, вам 25. Вы живете в городе Валь-де-Ор, улица Ликур, дом 12. Тетушка Вивьен умерла месяц назад. Она была славная, хоть и невыносимая. Оставила вам агентство Морель и Компаньон, долги и список клиентов, которого хватит, чтобы обсудить половину города». «Агентство?» – переспросила я. «Какое агентство?» «Брачное», — сказала Селеста. «Вы сваха, мадемуазель. Лучшая в Валь-де-Аре. Вы видите идеальные пары». Я уставилась на нее. «Вижу? Ну да, ваша тетушка тоже умела. Это дар семейный. Она передала его вам». «Дар? Дар!» Я посмотрела в зеркало. На меня смотрела круглая кудрявая девушка с выражением человека, которому только что сказали, что он прорицатель. «Я вижу идеальные пары, как никто другой», — сияла Селеста. «Вы смотрите на 2 людей и знаете. Просто знаете, подходят они друг другу или нет. Тетушка Вивьен также могла. Она основала агентство 30 лет назад, и с тех пор ни одного развода. Представляете?» Я представила. Это звучало как статистическая аномалия. «А как я это делаю?» Селеста пожала плечами. «Никто не знает. Вы просто смотрите и говорите. Спрашиваете что-то, смотрите на людей и говорите. Тетушка говорила, что это как увидеть цвет между 2 людьми. Она была немного поэтичной». «Цвет», — повторила я. «Ну, может, не цвет, ну что-то такое. Вы сами никогда не объясняли, вы просто говорили «я знаю». «Я просто знаю. Интересно. Я Дарин, психолог по образованию, оказалась в стиле девушки, которая просто знает идеальные пары. Без тестов, без теории привязанностей. Просто знает. Или, может быть, Маргерит Морель не ясновидящая. Может, она просто была наблюдательной, чуткой, умеющей слушать, умеющей видеть то, что другие пропускают. Может быть, дар — это не магия, а это интуиция, плюс эмпатия, плюс внимательность. А может, я просто оправдываю реальность, потому что еще не до конца верю, что я здесь. «Ладно», — сказала я, — «допустим. Что внизу?» «3 клиентов, и месье Пти нервничает». Селеста подпрыгнула на месте. «Месье Пти?» «Да, он хочет знать, подходит ли его дочь месье Лефевру. Они уже полгода помолвлены, но он сомневается. Он хочет, чтобы вы посмотрели». Посмотрела. «Да. Селеста, а можно мне сначала поесть?» «Хлеб подгорел». «Ну, подгоревший тоже хлеб». «Хорошо. Но потом клиенты. Потом клиенты». Я встала, поправила платье, натянула чулки. Селеста принесла мне ботинки.
Я посмотрела на себя еще раз. Пухлая сваха в цветочном платье и стоптанных ботинках. «Дарин», — сказала я себе, — «ты летела на Мальдивы. Ты оказалась в чужом мире, в чужом теле, с чужим бизнесом. У тебя нет ни телефона, ни интернета, нет понятия о том, как ты сюда попала. Но у тебя есть агентство, клиенты и подгоревший хлеб. Начни с хлеба». И я вышла из комнаты. Брачное агентство «Морель и Компаньон» располагалось на первом этаже дома 12 на улице Ликур. Это был, как бы это описать, очаровательный хаос. Маленькая приемная, 3 стула вдоль стены, вешалка, зеркало, стол массивный, дубовый. На стене портрет пожилой женщины с ироничным взглядом. Тетушка Вивьен, догадалась я. Селеста провела меня через приемную в кабинет. Еще одну маленькую комнату с 2 креслами, столом и окном, выходящим на улицу. «Месье Пти», — шепнула она, — «с дочерью Клер». Я кивнула, сделала глубокий вдох и сказала себе: «Ты психолог. Ты 5 лет училась понимать людей. Ты 2 года работала с парами. Ты не видишь цвет между людьми, но ты видишь все остальное. Действуй». «Приглашай», — сказала я. Месье Пти оказался невысоким, плотным мужчиной. Он был нервный и смотрел на меня с выражением лица человека, который пришел к дантисту. Его дочь Клер была совсем другой. Маленькая, худенькая, с огромными испуганными глазами. «Мадемуазель Морель», — месье Пти начал говорить, прежде чем сел. «Моя Клер помолвлена с месье Лефевром. Он хороший парень, булочник. У него своя пекарня, но я хочу быть уверен, вы понимаете? Я хочу, чтобы вы посмотрели». «Посмотрела», — повторила я. «Да, так как вы это делаете, чтобы я знал наверняка». Я посмотрела на Клер. Клер посмотрела на меня. «Мадемуазель», — сказала она тихо, — «я люблю Жуля, правда, но папа...» «Папа волнуется», — закончил месье Пти, «потому что я отец, и я слышал, что вы никогда не ошибаетесь». Я посмотрела на Клер, потом на месье Пти, потом на Селесту, которая стояла у двери с блокнотом. «Ладно, поехали». «Клер», — сказала я, — «расскажите мне про Жуля». «Ну...» — Клер покраснела. «Он добрый. Он каждое утро приносит мне круассан, теплый, с шоколадом». «Хорошо. А когда вы ссоритесь, что происходит?» Клер моргнула. «Ссоримся? Ну да, вы ссоритесь иногда». «Ну, иногда, когда он забывает убрать муку. Я ему говорю: мука на полу, а он говорит: потом уберу, а я злюсь. А он? А он улыбается и убирает, и говорит: прости, Клер, ты права, и приносит еще круассан». Я кивнула. «А когда вам грустно, что он делает?» «Когда мне грустно, когда умерла мама, он просто сидел рядом, молча, просто сидел и держал меня за руку». «Клер, когда Жюль забывает убрать муку, вы злитесь. Он не злится в ответ. Он улыбается и убирает. Знаете, что это значит?» «Что он добрый, что он стабильный. Он не отвечает агрессией на агрессию. Это редкость. А когда вам грустно, он не пытается вас починить. Не говорит: не плачь или все будет хорошо. Он просто рядом. Это не доброта, Клер. Это зрелость. Вы подходите друг к другу идеально. Ваша проблема не в совместимости. Ваша проблема в том, что вы не верите, что заслуживаете такого отношения. Вы привыкли, что любовь — это сложно, а с Жюлем легко. И вы думаете, если легко, значит, что-то не так. Клер заплакала. Месье Пти уставился на меня. «Откуда вы?» «Я вижу», — сказала я. И это было полуправдой. Я вижу, но только не цвет, а паттерны. Я вижу типы привязанностей. Я вижу эмоциональную совместимость. Я вижу то, чему меня учили 5 лет в университете, которое здесь, видимо, еще даже не построили. «Спасибо», — сказал месье Пти. «Спасибо, мадемуазель. Клер, идем». Клер встала, вытерла глаза, посмотрела на меня. «Спасибо», — сказала она. «Я пойду к Жюлю прямо сейчас».
«Иди», — сказала я. Они ушли. Селеста закрыла дверь, повернулась ко мне. Глаза круглые от восторга. «Мадемуазель, вы еще никогда не были так точны! Никогда! Это было как...» «Как цвет?» — предположила я. «Да, как цвет!» Я мысленно пожала плечами. «Диагностика отношений. 3-й курс. Вы тут это чем-то вроде магии считаете, что ли?» А вслух я сказала. «Селеста, запишите. Клер Пти и Жюль Лефевр. Идеальная пара. Рекомендация подтвердить». «Уже записала», — Селеста сияла. «Еще 2 клиентов. Давай». К вечеру я приняла 5. 5 клиентов, 5 пар. 4 идеальные, 1 нет. Не идеальная пара мадемуазель Ривьер и месье Кост. Он говорил о себе все время, 40 минут без перерыва. Он ни разу не закрыл рот, а она слушала. Это не пара, это сольное выступление с бесплатным зрителем. «Не подходит», — сказала я. «Месье Кост, вы не ищете жену, вы ищете аудиторию. Мадемуазель Ривьер, вы заслуживаете собеседника, а не сцены». Мадемуазель Ривьер расплакалась от облегчения, а месье Кост оскорбился и ушел. Селеста записала. К концу дня я сидела за столом, уставшая, но, странное дело, довольная. Голова Маргарит была забита чужими делами, чужими надеждами, а я, Дарин, психолог, попаданка, чувствовала себя на своем месте. Странно, очень странно. «Селеста», — позвала я, — «а сколько тетушка Вивьен велела брать за консультацию?» 20 су, мадемуазель. Поднимаем до 30. 30, ну, мы лучшие в городе. Мы единственные в городе, кто не ошибается. 30 это даже скромно. Как скажете, мадемуазель. Я закрыла тетрадь, посмотрела в окно. Улица Ликур, дом 12. Страна Авалон. Я легла спать в ту ночь с ощущением, что мир большой, странный и совершенно не подключенный к сети. Но хлеб, который Селеста испекла на ужин, был хорош, с маслом и вареньем. «Ладно», — думала я, засыпая, — «нет Мальдив, нет телефона, но есть хлеб, есть агентство, есть люди, которым нужна помощь. И есть я в чужом теле, с чужим именем, но со своими мозгами. Начнем с этого». Прошла неделя. За эту неделю я приняла 23 клиента, подняла цену до 40 су, отремонтировала вывеску, оплатила часть долгов тетушки и, главное, не умерла от голода, холода или отсутствия Wi-Fi, а также научилась разжигать камин, пользоваться чернильницей, носить платье с корсетом, говорить мадемуазель и месье так, будто я родилась с этими словами. Авалон — страна красивая. Валь-де-Ор — городок маленький, но живой. Мощеные улицы, фонари, рынок по средам, церковь Сен-Мартен по воскресеньям. Люди дружелюбные, шумные, любящие сплетни. Брачное агентство — местная достопримечательность. Меня знают, меня уважают, меня немного боятся. «Дар», — шепчутся за спиной, — «видит пары, ни разу не ошиблась». Я не ошибалась, потому что я психолог, а они не знали слова «психолог». Для них я провидица. Я не разубеждала, мне хватало на это ума. И все было хорошо и спокойно, пока не пришел граф. В то утро Селеста влетела в кабинет с лицом человека, который увидел призрак. «Мадмуазель, он здесь!» «Кто здесь?» «Граф де Бамон, Лоран де Бамон». «И?» «И? Мадмуазель, граф де Бамон самый богатый, самый упрямый и самый несносный аристократ в провинции. Он вдовец, его жена Элен умерла 3 года назад, и с тех пор он как медведь в берлоге, не выходит, не общается и рычит на всех. Но семейный совет решил, что ему нужна новая жена, и его брат Анри записал его к вам». «Записал?» «Да, без его ведома, и он пришел, потому что, не знаю, может, из гордости, может, из любопытства, но он пришел и сидит в приемной.
и выглядит так, будто готов убить. Кого убить? Всех. Я вздохнула, посмотрелась в зеркало, поправила волосы, платье. «Ладно», — сказала я, — «приглашай». Дверь открылась, и в кабинет вошел... Нет, не вошел. Катился, как грозовая туча. Как айсберг, который решил прогуляться по суше. Высокий, очень высокий, широкоплечий, темные волосы, зачесанные назад, лицо строгое, глаза серые, холодные. Одет темно-синий сюртук. И выражение такое, будто он одновременно съел лимон и наступил на кошку, причем босиком. Он посмотрел на меня сверху вниз. Это заняло время, потому что он был очень высоким, а я нет. И еще я сидела. Встать? Зачем? Я сваха неподданная. Это мой кабинет, мой стол. «Вы и есть та самая сваха, которая видит судьбы», — сказал он. «А вы и есть тот самый граф, который смотрит на всех сверху вниз», — сказала я, не вставая. «Что?» «Вы сверху вниз. Я снизу вверх. Мы оба что-то видим. Садитесь, месье. Давайте я хотя бы узнаю, что за кошку вы придавили». «Я не придавил никакую кошку», — сказал он. «Ну, значит, ваше выражение лица врожденное. Садитесь». Он сел, медленно, осторожно, как будто стул мог его укусить. «Мадемуазель Морель, мой брат, который, очевидно, жаждет моей смерти, записал меня к вам без моего согласия. Я здесь не для того, чтобы вы меня сосватали, а для того, чтобы сказать «не смейте». «Не сметь что?» «Не сметь подбирать мне пару. Не сметь вписывать меня в ваши списки. Не сметь вообще упоминать мое имя в связи с вашим агентством». Я кивнула. «Понятно. А зачем вы тогда пришли? Могли бы просто не приходить». Пауза. Длинная. Граф де Бамон, похоже, не привык к таким вопросам. «Я пришел, потому что хотел посмотреть на вас». «И как? Понравилось?» «Нет». «Жаль. Может, чаю?» «Нет». «А печенье? Селеста испекла?» «Нет». «А вы вообще что-нибудь едите или питаетесь сарказмом и семейными советами?» Он чуть прищурился. «Мадемуазель, я серьезный человек, и я не нахожу эту ситуацию забавной». «А я не нахожу ее серьезной. Месье, вы пришли в брачное агентство, чтобы сказать, что не хотите невесту. Это как прийти в пекарню, чтобы сказать, что не любите хлеб. А почему вы просто не уйдете?» «Потому что мой брат сказал, что если я не приду, он сам приведет мне невесту». А, понимаю. Семейный шантаж. Вы не понимаете. Я отлично понимаю. У меня тоже была семья. Была, в смысле, не здесь. Неважно. Слушайте, месье, вы здесь, я здесь. Вы не хотите невесту, я не хочу насильно вас сватать. Давайте просто поговорим. Я задам вам несколько вопросов, вы ответите или нет. И мы разойдемся. Никаких списков, никакого сосватала. Договорились?» Он молчал долго, а потом кивнул. «Договорились». Я достала чистый лист, обмакнула перо в чернильницу и начала. «Месье де Бамон, расскажите мне о вашей жене». «Зачем?» «Потому что если вы хотите или не хотите новую жену, мне нужно знать, что было в прошлый раз. Не детали, просто что вы ценили, чего вам не хватало, кем она была для вас». Он молчал. Я ждала. Я умею ждать. Клиенты не любят тишину и заполняют ее. Это техника, базовая. Элен была тихой, мягкой. Она не спорила, не повышала голос. Она соглашалась. Со всем. Со мной, с семьей, с обстоятельствами. Вас это устраивало? Да. Правда? Нет, неправда. Я хотел, чтобы она спорила иногда. Хотел, чтобы она сказала «нет» хотя бы раз. Но она не говорила, она молчала, а потом заболела и замолчала совсем. Я сидела и смотрела на него. Граф де Бамон, самый упрямый аристократ в провинции, сидел в кресле напротив и говорил тихо, ровно, без драмы, о женщине,
которая растворилась в его жизни, как сахар в воде, без сопротивления, без следа. «Вам нужна была не жена», — сказала я. «Вам нужен партнер. Кто-то, кто не просто рядом. Кто-то, кто рядом и есть. Кто имеет свое мнение, свой голос. Вы сильный. Вам нужен кто-то, кто не сдастся вам, кто не растворится, кто останется собой». «Откуда вы это знаете?» «Я вижу», — сказала я, и снова полуправда. «И что? Вы видите, кто мне нужен?» Я откинулась в кресле, обмакнула перо и начала записывать. Автоматически, как на лекции. Темперамент устойчивый, но не пассивный, самостоятельный, независимый, способный спорить без агрессии. Теплый, но не растворяющийся, эмоционально зрелый. Надежный, но с собственным мнением. Не будет молчать, когда вы не правы. Кто-то, кто смотрит вам в глаза и не отводит взгляд. Я записывала и вдруг поняла, что описываю не абстрактный тип. Я описываю конкретный темперамент. Знакомый. Очень знакомый. Селеста, стоявшая у двери с блокнотом, подалась вперед. «Мадемуазель, а кто из ваших знакомых подходит под это описание?» Я ответила, не отрываясь от записей. «Ну, я, например, по темпераменту идеально». Тишина. Абсолютная, кристальная, звенящая тишина. Я подняла голову. Селеста смотрела на меня, рот открыт, блокнот в руке. Граф де Бамон смотрел на меня. Глаза круглые, огромные, как два блюдца. «Что?» — сказал он. «Что?» — сказала я. «Вы только что сказали, что вы его идеальная пара!» Селеста указала пером на меня, потом на графа. «Нет!» — я вскочила. «Я не это имела в виду. Я описывала тип, темперамент. Это методика. Я просто привела пример». «Я записываю». Селеста уже строчила в блокноте. «Граф Лоран де Бамон, Маргерит Морель – идеальная пара». «Селеста, прекрати!» «Селеста, мне нужно 2 копии или одной достаточно?» Граф встал, медленно, как вулкан, который решает, извергаться сейчас или позже. «Вы только что сами себя сосватали. Мне, без моего согласия, в моем присутствии. Месье, я... Приятного вечера!» Он развернулся и вышел. Дверь закрылась. Не хлопнула, нет, она стукнула, как точка в конце приговора. Я стояла посреди кабинета, Селеста у двери. «Селеста, что ты записала?» «Что вы идеальная пара». «Сотри». «Не могу». «Почему?» «Потому что я уже показала блокнот месье Пти, который стоял в приемной, и мадам Ривьер, и, кажется, почтальону». Я села, медленно на стул. «Селеста, завтра весь город будет знать». «Завтра?» Селеста посмотрела на часы. «Мадемуазель, через час весь город будет знать. Почтальон у нас быстрый». «Дарин», — сказала я себе, — «ты психолог. Ты умеешь работать с кризисами. Ты умеешь оставаться спокойной. Ты умеешь дышать. Дыши. Дыши, черт возьми». «Селеста», — сказала я, — «неси свой подгоревший хлеб». «Он не подгорел. Я в этот раз следила». «Неси любой. Много хлеба, и если есть вино». «Вино есть. Тетушкино, красное, кислое». «Отлично. Кислому вину кислый повод». Селеста оказалась права. Почтальон был быстрый. К утру весь Валь-де-Ор знал. Брачное агентство Морель и компаньоны объявило графа Лорана де Бамона и мадемуазель Маргерит Морель идеальной парой. Город гудел. «Граф и сваха», — говорили на рынке. «Толстушка из агентства и де Бамон», — говорили в пекарне. «Она видит парой. Она увидела себя с графом». «Ну, раз говорит, то значит так», — говорили у церкви. «А граф-то знает?» — спрашивали все. «Знает», — отвечал кто-то. «Он в ярости». Ярость — это было мягко сказано. Граф был не в ярости. Он был в состоянии, которое у нас называли бы
комбинация гнева, возмущения, ощущение нарушения личных границ и где-то глубоко под слоями гордости легкого любопытства. Но снаружи ярость. Я узнала об этом от Селесты, которая узнала от жены булочника, которая узнала от кухарки Дебамонов, которая узнала от конюха, который слышал, как граф кричал на брата. «Он кричал?» — спросила я. «Он орал», — сказала Селеста с восторгом. «Анри заперся в библиотеке, а граф ломал дверь. Потом не сломал, потому что дверь дубовая, а граф не железный, но громко стучал». «Просто отлично. И еще...» — Селеста понизила голос. «Филипп Жерар». «Кто?» «Филипп Жерар, конкурент. У него свое агентство на другой стороне города. Он ужасный. Он вас подсиживает, распускает слухи. И он уже распускает». «Какие?» «Что вы мошенница. Что вы нарочно присваиваете себе женихов из богатых семей. Что ваш дар пустышка. А вы просто вцепились в графа ради денег». «Ради денег? В графа, который меня на дух не переносит?» «Люди любят сплетни», — философски заметила Селеста. Она была права. Люди любят сплетни, а я оказалась в центре лучшей сплетни года. «Дарин», — думала я, сидя за столом и глядя в стену, — «ты психолог. Ты знаешь о человеческой природе больше, чем хотелось бы. Ты знаешь, что сплетни — это социальный клей, что людям нужна драма, что чужая жизнь — бесплатный театр. И ты сейчас главная актриса, без репетиции. Поздравляю!» Я взяла перо, чернильницу, чистый лист и написала. «Графу Лорану де Бамону. Месье, приношу извинения за недоразумение. Заявление об идеальной паре было сделано по ошибке и не имеет юридической силы. С уважением, Маргерит Морель. Селеста, отнеси это графу». «Сейчас?» «Сейчас». Селеста ушла, я сидела, ждала. Через полчаса она вернулась с письмом, нераспечатанным. «Он не принял». «Не принял?» «Сказал, мне не нужны ее извинения, мне нужно, чтобы ее агентство закрылось». «Угрожает?» «Угрожает». Я посмотрела на письмо, на печать нетронутую. Он не открыл, он не хочет извинений, он хочет войны. Или он хочет, чтобы я пришла сама, или он сам не знает, чего хочет, что, учитывая его профиль, наиболее вероятно. «Селеста», — сказал я, — «сколько у нас долгов?» «Тетушкиных 200 ливров». «А доход?» 80 в месяц, минус расходы, минус налоги». «Значит, 3 месяца, и мы в плюсе, если граф не закроет нас раньше». «Если не закроет». Я вздохнула, потом улыбнулась. «Селеста, знаешь, что самое смешное?» «Что?» «Я правда его идеальная пара. По темпераменту, по характеру, по всему. Я это поняла, когда описывала, и он тоже это понял. Поэтому он не открыл письмо, поэтому не пришел сам. Поэтому грозит, потому что знает». «Вы серьезно?» «Селеста, я психолог. Я диагностирую людей. Я продиагностировала графа де Бамона за 20 минут и продиагностировала себя. Совпадение полное, но он не готов, и я не готова, и поэтому все будет сложно». «Сложно — это плохо». «Сложно — это интересно, а плохо — это когда скучно. Итак, план. Мы не закрываемся, мы работаем, мы игнорируем слухи, мы обслуживаем клиентов, и мы ждем». «Чего?» «Пока граф не придет». «А если не придет?» «Придет», — сказала я. «Он упрямый. Но упрямые люди не умеют отпускать». Селеста кивнула и записала в блокнот. План работать, игнорировать и ждать графа. А я добавила: купить хлеб, нормальный, не подгоревший. А через 2 дня после инцидента, когда слухи уже успели облететь город трижды и обрасти деталями, которых я не говорила, в агентство пришел человек в форме. Не почтальон, не клиент.
Человек в форме, серый с золотыми пуговицами. «Мадемуазель Морель», — сказал он. «Да». «Префект Готье ждет вас в ратуше по делу графа де Мамона». Я посмотрела на Селесту. «Идите», — шепнула она, — «я здесь». «А если я не вернусь?» «Я принесу вам хлеб в тюрьму». «Спасибо, Селеста, очень обнадеживает». Ратуша Вальдеора, здание красивое. Серый камень, колонны, лестница. На втором этаже кабинет префекта. Дверь массивная, с табличкой. Префект Жером Готье. Справедливость наша кредо. Я отметила, что слово «кредо» написано с ошибкой. Внутри префект. Невысокий, плотный, лысеющий. «Мадемуазель Морель», — сказал он, — «садитесь». Я села. Кресло жесткое, неудобное, явно рассчитанное на то, чтобы посетитель чувствовал себя неуютно. «Мадемуазель», — начал префект, — «граф де Бамон подал жалобу. Он утверждает, что ваше агентство публично объявило о его помолвке с вами без его согласия. Это нанесение ущерба чести». «Ущерб чести», — повторила я. «Да. По законам Авалона публичное объявление о помолвке, сделанное лицензированным брачным агентством, имеет юридическую силу». «Юридическую?» «Да. Ваше агентство лицензировано. Ваша тетушка получила лицензию 20 лет назад. Она действительно. Поэтому любое заявление, сделанное вашим агентством о совместимости двух лиц, рассматривается как официальное заключение». «Заключение совместимости?» «Да. И если одна из сторон не согласна, она может оспорить, но есть нюанс». «Какой?» Префект откашлялся, полистал бумаги, нашел нужную и прочитал. «Если обе стороны письменно отказываются от заключения агентства, дело закрывается. Однако агентство, чье заключение признано ложным, выплачивает компенсацию стороне, пострадавшей от ошибочного или злонамеренного заключения. Сумма компенсации определяется судом. В данном случае граф требует 300 ливров». 300 ливров? «Да, с учетом ущерба репутации, чести и морального страдания». «Морального страдания? У графа?» «Я тоже удивлен», — признался префект. «Но закон есть закон». «А если я не заплачу?» «Долговая тюрьма до выплаты». «А второй вариант? Вы сказали, если обе стороны отказываются. А если одна?» «Если одна из сторон признает заключение агентства действительным, то есть признает помолвку, то вторая сторона не может требовать компенсации, потому что нет ущерба, нет ложного заключения. Если одна сторона согласна, значит агентство было право». Я уставилась на него. «То есть, если я признаю, что граф мой суженый, то граф не может требовать денег, потому что ваше заключение было верным, по крайней мере, для одной стороны». «А граф?» «Он может не согласиться, но тогда уже он должен доказать, что вы не подходите. А доказать это невозможно, потому что идеальная пара – это не юридический термин. Это заключение агентства, и оно не опровергается». «То есть, если я скажу, что он мой, он не сможет ничего сделать?» «Технически да, но он может не жениться. Признание помолвки не означает брак. Это означает, что агентство не ошиблось, и компенсация не положена». Я откинулась в кресле. Посмотрела на потолок, потом на префекта. «Месье Готье, дайте мне минуту». «Конечно». Я думала. Вариант первый – отказаться, признать ошибку, заплатить 300 ливров, которых у меня нет, сесть в долговую тюрьму на 7 месяцев, без клиентов, без агентства, без хлеба, без всего. Вариант второй – признать, сказать: «Да, граф де Бамон мой суженый, мое агентство не ошиблось, и я не отказываюсь». И тогда граф не может требовать денег, но может разозлиться еще больше. Насколько больше, не знаю, но подозреваю, что значительно. «Дарин», — сказала я себе, — «ты летела на Мальдивы.
оказалась в чужом теле. Ты получила чужое агентство, чужие долги и чужого жениха. И теперь тебе выбирать между тюрьмой и графом. Спасибо, Вселенная, ты добрая. Месье Готье, я отказываюсь. Префект кивнул. Тогда вы арестованы. За клевету на графа де Бавона. Долговая тюрьма. До выплаты 300 ливров. Хорошо. У вас есть что-то в карманах? Платок и хлеб Селеста дала. Оставьте. Хлеб и платок тоже. Я встала, поправила платье, посмотрела на префекта. Месье Готье. Да. Скажите графу, что я передаю ему привет, и что он все еще мой суженый, просто пока не знает. Префект моргнул. Я не буду это передавать. Почему? Потому что он меня убьет. Долговая тюрьма – это, знаете ли, не так страшно, как звучит. Маленькая камера на 2-м этаже ратуши, окно с решеткой, но выходит на улицу Ликур. И я вижу, вон оно, мое агентство, вывеска, кровать жесткая, но чистая, стол, чернильница и хлеб. Селеста приносит 2 раза в день. Утром свежий, вечером иногда подгоревший. Она переживает. Я сижу 2-й день. 1-й день я злилась. На себя, на Селесту, на графа, на весь мир. Писала в тетрадь ругательства мелким почерком. 2-й день я думала. Системно, как психолог. Что я знаю, что могу, какие ресурсы. Ресурсы – мозги, знания, агентство, Селеста. Клиенты, которые меня любят, и граф, который ненавидит. Но который тоже ресурс. Потому что он не игнорирует, он действует. А действие – это интерес. А интерес – это крючок. На 3-й день пришел граф. Утро. Я сидела на кровати и ела хлеб. И читала тетушкины тетради. Дверь открылась. Вошел граф. С лицом человека, который пришел в зоопарк и обнаружил, что он сидит в клетке, а не наблюдает. «Мадмуазель», — сказал он. «Месье», — сказала я, — «хлеба?» «Нет». «Вы отказываетесь от хлеба 2-й раз. Это тревожная закономерность». «Я пришел не за хлебом. Я пришел с предложением». «Предложением?» «Сделкой». «Слушаю». «Мы оба знаем, что эта помолвка фарс». «Ошибка, если быть точным». «Хорошо. Вы признаете ошибку, я не требую денег, вы свободны. Взамен вы прекращаете упоминать мое имя в связи с вашим агентством. Ни в каком контексте. Ни прямо, ни косвенно. И вы публично заявляете, что заключение было ошибочным». «А если я не прекращу?» «Тогда я сделаю все, чтобы ваше агентство закрылось». «Месье, вы только что пришли, чтобы спасти меня от тюрьмы. И в эту же секунду угрожаете разорить. Вы в курсе, что это называется спасти, чтобы убить?» «Я не угрожаю. Я предупреждаю». «Это та же угроза, только с лучшими манерами». «Вы невозможная женщина». «Спасибо, я стараюсь». Он отвернулся, потом повернулся, потом снова отвернулся, потом сказал: «Вы согласны?» Я думала. Сделка. Он платит, я отказываюсь, я свободна. Агентство спасено, но я признаю свою ошибку, и мой дар под сомнением. Репутация подорвана, и я больше не могу упоминать графа ни в каком контексте. Но с другой стороны, тюрьма. 7 месяцев. Без клиентов, без денег. «Я согласна», — сказала я. «Хорошо. «Но с условием». Вы не в том положении, чтобы ставить условия». «Я сижу в тюрьме и ем подгоревший хлеб. Это хуже, чем ваше положение, поэтому вы меня послушаете». Он кивнул. «Одно условие». «Я не говорю, что заключение было ошибочным. Я говорю, что оно было преждевременным. Разница ошибочная, значит, я не вижу пары, а преждевременная, значит, я вижу, но поторопилась. Моя репутация цела, ваша честь цела, все довольны». «Кроме меня». «Вы и так недовольны. Это ваше базовое состояние». Пауза. Долгая. Потом он выдохнул коротко, как будто выпустил воздух через зубы. «Согласен.
Отлично. Где расписаться? У префекта. Тогда идемте. Я встала, поправила платье, подошла к двери. Он пропустил вежливо, даже слишком. Мы шли по коридору молча. Я впереди, он сзади. И я чувствовала его взгляд на своей спине, между лопаток. Как давление, как что-то, что он сам не хотел чувствовать. «Дарин», — подумала я, — «ты психолог, ты знаешь о переносе, о контрпереносе, о том, что в стрессовой ситуации люди путают адреналин с влечением. Ты знаешь, ты не попалась». Но между лопаток было тепло. Меня выпустили. Префект поставил печать, я свободна. Маргарет Морель не арестована, не в тюрьме. Жизнь прекрасна. Кроме того, что я официально заявила, что мое заключение было преждевременным. Город вздохнул с облегчением. Филипп Жерар хихикнул в газете. Но клиенты не ушли, потому что преждевременное не значит неправильно. И все это поняли, кроме графа. Граф понял по-своему. Он стал появляться. Везде. Первый раз он пришел в агентство. Через 3 дня после моего освобождения. Просто вошел, сел в кресло, скрестил руки. «Что вы здесь делаете?» — сказала я. Проверяю. «Что?» Что вы не вписываете меня в свои списки. «Месье, я дала вам письменное обязательство. Я не упоминаю ваше имя». Я знаю, но проверяю. Он сидел полчаса, молча. Я работала. На следующий день он появился на рынке. Я покупала овощи. Он покупал ничего. Он стоял у прилавка с лицом человека, который случайно заблудился и ни за что в этом не признается. «Месье, вы заблудились?» Я знаю, где нахожусь. «Тогда зачем вы стоите у прилавка с морковью, если вам не нужна морковь?» Может, мне нужна морковь. «Но вы ее не купили». Я выбираю. 5 минут?» Это требует времени. Я купила морковь, картошку, лук и хлеб, а он стоял. Потом купил одну морковку и ушел. «Одна морковка», — подумала я. Граф де Бамон купил одну морковь, чтобы стоять рядом со мной 5 минут, и он думает, что я ничего не понимаю. Через неделю я перестала считать. Он был везде. На рынке, у церкви, у пекарни, на ужины общих знакомых. Каждая встреча стычка. Слова холодные, острые, как вилки. Он язвил, я парировала. Он уходил, я оставалась. И обе стороны делали вид, что ничего не происходит. Но что-то происходило. Я стала замечать. Мои мозги плавились. Нет, серьезно. Когда он входил в комнату, температура моих мыслей поднималась на 10 градусов. Когда он смотрел на меня, я забывала слово «эмоциональная регуляция». Когда он наклонялся, я забывала, как дышать. «Ладно», — сказала я себе, — «он красивый, очень красивый». Челюсти, серые глаза, руки. Стоп, Дарин, ты психолог. Ты знаешь о гормональном воздействии. Это окситоцин, это дофамин. Это химия, не чувство. Химия. А химия — это не чувство? Спросил внутренний голос. Нет, химия — это химия, а чувство — это чувство. Это разные вещи. Правда? А кто тебе это сказал? Учебник? Да, учебник. Курс эмоциональной психологии, 5-й семестр. Профессор Лебрен. Профессор Лебрен был женат 3 и каждый раз говорил, что это химия. А потом разводился и говорил, что химия закончилась. Ты хочешь быть как профессор Лебрен? Нет. Тогда заткнись и признай. Признать что? Что твои мозги плавятся, и это не химия, это он. Я села на кровать в комнате на 2-м этаже. Вечер, теплый. Внизу Селеста моет посуду и поет. «Я не влюбляюсь», — сказала я вслух. «Я психолог. Я анализирую, я наблюдаю. Я не влюбляюсь». «Кто там влюбляется?» — крикнула Селеста снизу. «Никто». «Тогда зачем ты говоришь это вслух?» «Затем, что я пытаюсь убедить себя». «Работает?» «Нет».
Тогда попробуй хлеб. Я взяла хлеб, откусила, пожевала. Не помогло. Он меня на дух не переносит, думала я, но при этом не отходит. Покупает морковь, сидит в моем кабинете по полчаса. Это не равнодушие, это что-то другое. И я знаю, я психолог, но я не хочу знать, потому что если я знаю что-то, то я должна признать, что у меня те же симптомы. И тогда я попаданка, которая влюбилась в графа, в упрямого, колючего, невозможного графа, который купил одну морковь ради меня. Я легла, посмотрела на потолок. «Вселенная», — сказала я, — «ты издеваешься?» Тишина. Я так и знала. Пикник. Нет, не пикник в моем понимании. Ни бутерброды, ни блютуз-колонка. Пикник в понимании Валь-де-Ора. Мадам Дюваль приглашает полгорода в свою усадьбу. Все сидят на покрывалах, едят холодную курицу, пьют вино и делают вид, что им комфортно, в корсетах на траве. Я была в новом платье. Селеста сшила, голубое с белым поясом. Сидела плотно, но я привыкла, почти. Граф был, конечно, потому что мадам Дюваль пригласила и его, и меня, и всех. И погода была хорошая, и трава зеленая, и я была неуклюжая. Это важно, неуклюжая. Смотрите, пухлая девушка в платье с корсетом, на склоне у ручья, в ботинках на каблуке, на мокрой траве. Законы физики неумолимы. Я поскользнулась на мокрой траве у ручья. Нога поехала. Руки взмахнули, бокал вина взлетел, и я полетела в ручей. Ручей был мелкий по колено, холодный и очень-очень мокрый. Я стояла в ручье по колено, платье намокло, прилипло, волосы мокрые, кудри распрямились, и все смотрят. Все. Полгорода и граф. Я посмотрела на него, он стоял на берегу. Глаза серые, не холодные, на этот раз огромные, испуганные. Я бы рассмеялась, если бы не была мокрой по пояс. И он прыгнул. Не подумал, не спросил, мадемуазель, вам помочь, просто прыгнул в ручей, в сапогах и в сюртуке. Вода плеснула, и он стоял по колено в ручье, рядом со мной, мокрый, с лицом человека, который не верит, что он только что сделал. «Зачем вы прыгнули?» — спросила я. «Вы же меня ненавидите». «Я ненавижу, когда кто-то тонет у меня на глазах. Это не имеет отношения к вам лично». «Конечно», — сказала я, — «вы бы и бревно вытащили». «Бревно не разговаривает», — сказал он тихо. Тишина. Мы стояли в ручье по колено мокрые, смотрели друг на друга. Полгорода на берегу молчало. Потом кто-то захлопал, потом все захлопали, потом Селеста крикнула «Я записываю» и выронила блокнот в ручей. Мы вылезли молча. Он подал мне руку, я взяла. Рука была мокрой и холодной. Мы стояли на берегу, мокрые, слушали аплодисменты и не смотрели друг на друга. «Спасибо», — сказала я. «Не за что», — сказал он и ушел. Мокрый, в сапогах полных воды. С лицом человека, который не понял, что только что произошло. Я тоже не поняла, но что-то сдвинулось, как трещина во льду, маленькая, еле заметная. Но весна начинается с одной трещины. Филипп Жерар мстительный, хитрый и, к сожалению, не глупый. Он владел агентством «Жерар и партнеры», соперничающим брачным агентством на другой стороне города. Его агентство было больше, но хуже. У него не было дара. У него была база данных, он подбирал пары по приданному, статусу и семейным связям. Романтика, совместимость. Филипп считал это женскими выдумками. И он меня ненавидел, потому что мои пары не разводились. А его разводились регулярно, и город замечал. После дела о преждевременном заключении Филипп воспрянул. Он решил, что я ослаблена, что репутация подорвана, что пора добивать. Он подстроил скандал. Подсунул мне эффективную пару.
мадемуазель Адель Мерсе и месье Оливье Ламбер. Красивая пара, молодые, богатые, из хороших семей. Филипп сам направил их ко мне. Я приняла, посмотрела, поговорила и сказала идеально. Они поженились, я получила гонорар. Город поздравил. А через 2 недели после свадьбы они разругались публично, на рынке, с криками, со сценой. Адель заявила, что Оливье лжец и обманщик, и она никогда его не любила. Оливье заявил, что Адель истеричка, которая вышла за него ради денег. И оба обвинили агентство. Оба были наняты Филиппом, оба лгали. Но город не знал этого. Город знал, что Маргерит Морель сказала идеально, а через 2 недели развод. Ее дар – пустышка. Полетели слухи, клиенты отменили. На вывеске кто-то написал углем «обманщица». Я сидела в кабинете одна. Клиентов не было. Я смотрела в стену. Стена была пустая и серая. «Дарин», — сказала я себе, — «ты психолог. Ты знаешь о кризисе, о потерях, о том, что репутация – это карточный домик. Один скандал, и все рухнуло. Но ты знаешь и другое. Домик можно построить заново, если есть фундамент». Фундамент есть. 23 идеальные пары. 23 человека, которые придут на мою защиту, если я попрошу. Но я не успела попросить, потому что граф узнал. Я не знаю как. Может, Селеста рассказала, может, он услышал на рынке, может, просто увидел надпись на вывеске. Он приехал не в агентство, к Филиппу. Я узнала от Селесты, которая узнала от жены булочника, которая узнала от кухарки Жерара, которая слышала все через дверь. «Он приехал», — сказала Селеста, — «в карете с лакеем, в полном графском виде. Филипп был бледный, как стена. Граф говорил тихо, Филипп весь дрожал. Потом граф уехал, Филипп собрал вещи и уехал из города». «Уехал?» «Да», — сказал по семейным обстоятельствам. Все знают, что семейные обстоятельства зовут Лоран де Бамон. «Мадемуазель, он вас защитил». «Знаю». «Он вас защитил, хотя вы не просили». «Знаю». «Он вас защитил, хотя обещал закрыть агентство». «Знаю, Селеста». «Тогда почему вы плачете?» «Я не плачу». «Плачете?» «Это аллергия». «На что?» «На графа». Селеста села рядом, обняла. «Я не плачу, точно не плачу. Просто аллергия. На графа, на его руки, которые вытаскивают из ручья, на его голос, который говорит «бревно не разговаривает», на его серые глаза, которые... Нет, хватит. Черт, подумала я ведь начинаю его... «Любить?» — подсказал внутренний голос. «Нет, не любить, замечать. Я начинаю его замечать по-другому. Черт!» Прошло 3 недели после истории с Филиппом. Город забыл. Города забывают быстро, если есть новая сплетня. Новая сплетня: мадемуазель Ривьер выходит за фермера из деревни Сен-Клер. И все заняты. Клиенты вернулись. 27 за неделю. Вывеску Селеста перекрасила. Репутация восстановлена благодаря графу. Граф не появлялся ни разу. Ни на рынке, ни у церкви, ни у мадам Дюваль. Исчез, как будто его и не было. А я не спала, не ела нормально, ходила по комнате, смотрела в окно, считала фонари на улице Ликур. Их было 11. Я считала их каждый вечер. Селеста замечала, конечно. Селеста замечала все. «Мадемуазель», — говорила она за ужином, — «вы опять не поели». «Я не голодна». «Вы не голодны 3 дня, это ненормально». «Я просто устала». «Вы не устали, вы грустите». «Я не грущу». «Грустите, я вижу. Вы грустите по графу». «Селеста, ты моя помощница, а не мой психотерапевт». «А кто такой психотерапевт?» «Длинная история». «Вы каждый раз так говорите, длинная история. У вас все истории длинные, а граф все равно не приходит. Мне и не надо, чтобы он приходил». «Тогда почему вы каждый вечер смотрите в окно?» «Я считаю фонари». «Зачем?»
Для статистики. Мадемуазель, может, вам стоит ему сказать? Что? Что вы по нему скучаете? Я не скучаю. Вы считаете фонари. Это не значит, что я скучаю. Это значит, что вам нечем заняться. А вам всегда есть чем заняться. Значит, мыслями вы и не здесь. А где? Не знаю. У графа? Селеста. Да. Закрой рот и дай мне хлеба. Она дала мне хлеб и закрыла рот. Но глаза ее говорили: я знаю. Все знают, кроме графа. Потому что граф мужчина, а мужчины слепы. Селеста была права. Это было ее единственное раздражающее качество. На 14-й день без графа я приняла решение. Нет, не так. На 14-й день без графа я перестала врать себе. Я сидела за столом в кабинете вечером. Окно открыто, свеча горит, чистый лист передо мной. Я взяла перо и написала: «Я влюблена». Посмотрела на эти два коротких простых слова и поняла, что влюблена в упрямого, колючего, невозможного графа Лорана де Бамона, который прыгает в ручьи, покупает одну морковь и говорит: бревно не разговаривает. Я влюбилась. Я психолог, я знала, что это. Я знала название: эмоциональная привязанность, проецирование, формирование симпатии через конфликт. Я знала все термины. И ни один из них не объяснял, почему у меня перехватывало дыхание, когда я вспоминала, как он стоял в воде по колено и говорил: бревно не разговаривает. Термины — это термины, а то, что я чувствовала, не помещалось в термины. Оно было больше, оно было настоящим. Я закрыла глаза и сказала себе то, что говорила клиентам в кризисных ситуациях. «Дарин, ты чувствуешь. Это нормально. Не анализируй, не подавляй. Просто чувствуй и действуй». Ладно, я буду действовать. Я встала, сняла передник, поправила волосы. «Селеста!» — крикнула я. «Я ухожу». «Куда?» «К графу». «Графу?» «Да». «Зачем?» «Скажу ему». «Что скажете?» «Что он мой суженый. Не потому, что так написано в бумагах, а потому, что я так чувствую». «Мадемуазель, вы серьезно?» «Селеста, я 3 дня не ела хлеба. Я каждый вечер считаю фонари. Я разговариваю сама с собой. Если это не серьезно, то я не знаю, что такое серьезно». «Вы разговариваете с собой?» «Всю неделю». «И что вы говорите?» «Разные вещи. Главное, он придет, а он не пришел. Значит, пойду я». «Может, еще придет?» «Нет, Селеста, не придет. Он упрямый, гордый, он напуган. Он не придет, пока не почувствует, что проиграл. А я не хочу, чтобы он проигрывал. Я хочу, чтобы он знал». «Знал что?» «То я его люблю. А дальше пусть решает сам». Селеста посмотрела на меня, а потом улыбнулась. Широко, тепло, с такой гордостью, будто я была ее ученицей, которая наконец-то решила трудную задачу. «Идите, мадемуазель». «Селеста». «Да, если я не вернусь через час, я принесу вам хлеб в поместье де Бамон». «Спасибо. На всякий случай». Я вышла. Вечер теплый. Ветер пахнет цветами и хлебом. Фонари горят. Все 11 на месте. Поместье де Бамон было в получасе ходьбы от города. Дорога шла через сад, мимо речки, мимо поля с овцами. Я шла быстро, с решимостью человека, который решил сделать самую трудную вещь в жизни и хочет сделать это до того, как передумает. Я подошла к поместью. Каменные ворота, кованая решетка. Фасад красивый, строгий. Окна светятся. Я постучала. Открыл лакей, молодой, испуганный. «Мадемуазель Морель?» — сказал он. «Да, мне нужно видеть графа». «Граф не принимает». «Я знаю, поэтому я здесь.
Скажите ему, что Маргарит Морель хочет поговорить. Если он не выйдет, я буду стоять у ворот всю ночь, если нужно». Лакей ушел. Я ждала. Через 5 минут дверь открылась, и вышел граф. Он стоял на пороге. Темные волосы, серая рубашка, расстегнутый ворот, без сюртука, без галстука. Он выглядел так, будто его разбудили. «Маргарит», — сказал он. «Не мадемуазель Морель, а Маргарит, впервые». «Лоран», — сказала я. Мы стояли, он на пороге, а я у ворот. Между нами 10 шагов, лунный свет и 3 недели молчания. «Что вы здесь делаете?» «Я пришла сказать». «Сказать что?» «Лоран, я признаю, вы мой суженый. Не потому, что так написано в бумагах, не потому, что так сказало агентство, а потому, что я так чувствую. Я люблю вас». «Вот, я сказала. И можете делать с этим что хотите». Он смотрел на меня очень долго. Лунный свет падал на его лицо, и я видела, серые глаза не холодные, нет. В них было что-то, что-то тяжелое, что он держал под контролем, как плотину, которая вот-вот прорвется. А потом... «Я не верю в ваши дары», — сказал он. Тихо, ровно, без жестокости, но и без тепла. «Я не верю в чувства, которые вы объявляете после стакана вина и стычки на рынке. Вы ошиблись. Снова». Холод, как ведро воды, как снег на голову. «Я не пила вина», — сказала я, — «и на рынке не была. Тем не менее». «Тем не менее что?» «Вы ошиблись. Я не ваш суженый. Это была ошибка с самого начала. Ошибка агентства, ваша ошибка». Я смотрела на него, он на меня. И я видела, он не верил своим словам. Я видела это так же ясно, как видела, что небо темное, а луна круглая. Я читала людей, я читала его. Напряженные плечи, сжатые кулаки. Он лгал мне, себе. Но я не могла заставить его признать это. «Хорошо», — сказала я. «Хорошо, Лоран, я услышала». «Идите домой». «Иду». Я развернулась и пошла, не оглядываясь. Спина прямая, подбородок вверх. Шаг за шагом, ровно, без спотыкания, без слез. Потому что я не плакала, нет, я была зла. Зло лучше, чем слезы. Злость — это энергия. Злость — это движение. Злость — это то, что заставляло меня идти, а не стоять и не падать. Призналась, думала я, идя по дороге обратно. И меня отвергли. Браво, Дарин, браво. Я дошла домой. Селеста ждала у двери со свечой и хлебом. «Ну?» — сказала она. «Нет». «Нет?» Он отказал. Селеста молчала, потом обняла меня крепко. Хлеб в одной руке, я в другой. Мы стояли у двери, и хлеб мешал, но Селеста не отпускала меня. «Может быть, вы поплачете?» — спросила она. «Нет». «Точно?» «Точно. Я не плачу, я злюсь». «Это хорошо?» «Это лучше, чем плакать. Злость конструктивна». «Что значит конструктивно?» «Значит, завтра я встану, пойду в агентство, буду принимать клиентов и буду работать. А он пусть сидит в своем поместье и думает, что оттолкнул женщину, которая его любила, без причины, без повода, просто из страха». «Вы думаете, он испугался?» «Я знаю, Селеста. Я психолог. Я видела его глаза. Он лгал. И завтра утром, когда пройдет адреналин, он это поймет. И ему будет хуже, чем мне». «Хуже, чем вам?» «Да, потому что я сказала правду, а он нет. А жить с правдой легче, чем с ложью, даже если правда болит». Граф Лоран де Бамон стоял на пороге и смотрел, как Маргарит Морель уходит по аллее из тополей. Не оглядывается, спина прямая, подбородок вверх, шаг ровный, без спотыканий. Он смотрел, а внутри что-то рвалось. Что-то другое, не сердце. Что-то, что не имело названия. Что-то, что он держал под контролем 3 года с тех пор, как Элен закрыла глаза и перестала дышать. Он сказал: «Вы ошиблись.
Он сказал: «Я не верю». Он сказал: «Идите домой». Он сказал все это голосом ровным, холодным, как зимний камень, и каждое слово было ложью. Он знал это, как знают, что солнце встает на востоке, как знают, что вода мокрая. Она не ошиблась. Он знал, что не ошиблась. Он зашел в дом, закрыл дверь, прислонился спиной к стене. Он стоял и дышал. Ровно, глубоко, как учил его отец. Лоран, граф не дышит ртом. Граф дышит носом. Ровно, глубоко, даже если внутри пожар. Внутри был пожар. Он оттолкнул ее. Он стоял перед ней, и она сказала: «Я люблю вас», а он оттолкнул ее. Почему? Потому что он граф. Потому что дебамоны не влюбляются в пухлых свах из агентства на улице Ликур. Потому что дебамоны женятся на подходящих, тихих, послушных женщинах, которые молчат, соглашаются и не говорят: «Я люблю вас», стоя у ворот в пыльных ботинках. Элен молчала, Элен соглашалась. Элен не говорила: «Я люблю вас». Элен говорила: «Как скажешь, Лоран». И это было правильно, это было безопасно, и это было пусто. Маргарит не молчала, не соглашалась. Маргарит говорила: «Я люблю вас», и смотрела ему в глаза. И в ее глазах не было страха, не было покорности. В ее глазах было все. А он оттолкнул. «Идиот», — сказал он вслух. Он прошел в кабинет, закрыл дверь, сел за стол. Перед ним бутылка вина. Он налил, выпил. Кислое, теплое, не помогло. Выпил еще, тоже не помогло. Он встал, подошел к камину. Огонь горел. Тихо, ровно, как все в его доме. Он взял бумаги со стола, счета, документы, письма, не глядя, бросил в огонь. Он смотрел, не жалко. Бумаги бумажные, а то, что он сжег сегодня вечером, было не бумажное. Дверь кабинета открылась. Анри, брат, легкий, обаятельный, с лицом человека, который видит мир как праздничный стол. «Лоран», — сказал Анри, — «я слышал». «Что слышал?» «Маргарит была здесь, у ворот. Тебе повезло, что лакей не выгнал ее раньше, чем ты вышел». «Кто тебе сказал?» «Лакей». «Он все мне говорит, ты знаешь. Мне не повезло. Мне не повезло, что она пришла». Анри вошел, сел в кресло напротив, посмотрел на брата, на бутылку. «Ты оттолкнул ее», — сказал Анри. «Да». «Почему?» «Потому что это фарс. Агентство, дар, идеальная пара — все это фарс». «Нет, Лоран, не фарс. Ты». «Что я?» «Ты оттолкнул ее не потому что фарс, а потому что боишься». «Я не боюсь». «Ты боишься, как Селен». «Не произноси ее имя». «Почему?» «Потому что больно. Потому что ты 3 года прятался в этом доме, как медведь в берлоге, и не выходил, не общался и не жил? Потому что ты решил, что любить опасно, потому что можно потерять?» «Замолчи». «Нет, я не замолчу. Я 3 года молчал. 3 года смотрел, как ты гниешь заживо. 3 года ждал. А теперь все. Маргарит Морель пришла к тебе пешком вечером, сказала, что любит тебя, а ты оттолкнул. Потому что ты трус». «Я не трус». «Тогда что? Почему ты оттолкнул женщину, которая тебя любит?» «Я не люблю ее». «Лжешь. Анри». «Ты лжешь, Лоран. Ты любишь ее, я вижу. Все видят, весь город видит. Почтальон видит, только ты не видишь. Или видишь, но притворяешься слепым». Лоран молчал долго. Камин догорал. Анри сидел. Тишина была тяжелая, как мокрый плед. «Я не могу», — сказал Лоран наконец. «Не могу снова, понимаешь? Элен я потерял. Я не пережил. 3 года не пережил. Если я еще Маргарет впущу, и потом...» Он не договорил, не смог. Анри встал, подошел,
Положил руку брату на плечо. «Лоран, Элен умерла, это было ужасно, несправедливо, но Маргарит не Элен, она не умрет, она живая, круглая, шумная, считает фонари, психолог или кто она там, она не Элен. И ты не тот, кем был 3 года назад, ты изменился. С тех пор, как она появилась, ты прыгаешь в ручьи. Ты живой, Лоран, впервые за 3 года. И если ты оттолкнешь ее сейчас, ты умрешь снова, только медленнее. Подумай», — сказал Анри и ушел. Ночь. Лоран не спал. Он сидел в кабинете один. Он думал о Маргарит, о ее голосе, когда она сказала «я люблю вас», о ее глазах, о том, как она шла обратно, не оглядываясь, о себе, о том, кем он был, о том, кем стал. Он встал, посмотрел в окно, вышел из кабинета на крыльцо в ночь и пошел. Не в поместье, не в город, к ней. По аллее из тополей, мимо поля с овцами, мимо реки, по дороге, которую она прошла час назад. Он дошел до города, улица Ликур, дом 12. Окно на 2-м этаже темное. Она спала или не спала. Он стоял под окном, смотрел, не звал, просто стоял. «Маргарит», — думал он, — «я идиот. Я стою под вашим окном и не стучу, потому что я не умею, потому что я не умею говорить «люблю вас», и потому что я граф де Бамон, а граф и де Бамон не говорят таких слов. Но я стою здесь, и я...» Он не додумал. Он стоял долго, час, может, 2. Луна двигалась, фонари горели. Он их считал, как она. Потом ушел тихо, обратно в поместье. Он не спал до утра. Я проснулась от стука. Не в дверь, в окно. Я встала, подошла к окну, открыла ставни. Никого. Утро, солнце, идут прохожие. И я посмотрела вниз на мостовую. Перчатка. Мужская, кожаная, с монограммой ЛДВ. Лоран де Бамон. Я смотрела на перчатку, и сердце как будто остановилось. Он приходил ночью, стоял под окном, не стучал, не звал, оставил перчатку и ушел. «Значит, не все потеряно», — подумала я. Я улыбнулась, впервые за 2 дня. Улыбка была кривая, неуверенная, но улыбка. «Селеста!» — крикнула я вниз. «Что? Иди сюда, быстро!» Вбежала Селеста. Передник, волосы в беспорядке, глаза сонные. «Что случилось?» Я показала на перчатку на улице под окном. Селеста посмотрела на меня, потом на перчатку, потом снова на меня. «Это...» «Да». «Его?» «Да». «Он был здесь?» «Да, ночью». Но не постучал. «Но перчатка...» Он стоял под окном, долго, наверное, и забыл перчатку. Или намеренно оставил. Намеренно? Не знаю, Селеста. Но я знаю одно. Граф де Бамон, который сказал мне, вы ошиблись, пришел ночью к моему окну и стоял там. Это не поведение человека, который не верит. Это поведение человека, который верит, но боится. Селеста села на кровать. Глаза огромные. «И что вы будете делать?» «Ничего». «Ничего?» «Ничего. Я сказала, он знает. Теперь его ход. Я не побегу за ним. Я не буду стучать в его дверь, не буду писать письма. Я сказала правду». И он оставил перчатку. Это его ответ. Молчаливый, неуклюжий, но ответ. И я буду ждать. Сколько? Сколько нужно? Я психолог, Селеста. Я знаю, нельзя торопить человека, который боится. Нужно дать ему время, пространство и перчатку. Перчатку? Я верну ему перчатку, когда буду готова. И когда он будет готов. А когда он будет готов? Когда поймет, что стоять под окном недостаточно, что нужно постучать. Прошла неделя. Я работала, принимала клиентов, подбирала пары.
Спала, просыпалась, жила. Перчатка лежала в ящике. Я не трогала ее, не возвращала, не писала, не приходила. Граф не появлялся, опять, но по-другому, не как в тот раз, когда он исчез после ручья. Не появлялся ожиданием, как будто воздух между нами был натянут, как струна, и он ждал, кто тронет первым. Я не трогала, и он не трогал, а струна звенела. Город гудел, новая сплетня. Граф де Бамон объявил о помолвке. Не с Маргерит Морель, с мадемуазель Викторией де Арси, дочерью аристократа. Красивая, стройная, тихая, подходящая по статусу, все, что нужно. Я услышала это от Селесты. Конечно, от Селесты, которая услышала от дочери булочника, которая услышала от кухарки де Бамонов, которая услышала от лакея, который подавал завтрак в утро объявления. «Мадемуазель», — сказала Селеста. «Что?» «Граф помолвлен». «С кем?» — спросила я ровно. «Мадемуазель Виктория де Арси». «Красивая?» «Очень». «Стройная?» «Очень». «Тихая?» «Предполагаю». «Подходящая?» «По статусу, да». Я кивнула, взяла перо, обмакнула в чернильницу и начала писать. Что, не помню, что-то... Рука двигалась, чернила ложились, буквы. «Мадемуазель», — сказала Селеста, — «вы в порядке?» «В порядке». «Точно?» «Точно». «Вы не...» «Нет, Селеста, я не плачу и не злюсь. Я работаю. Но у нас через полчаса клиент, мадемуазель Бернар. Она хочет знать, подходит ли ей месье Дювал. Подготовьте бумаги». Селеста посмотрела, кивнула и ушла. Я осталась. Сердце в груди бьется ровно, глубоко, как граф, который дышит носом. «Хорошо», — думала я, — он объявил помолвку. С красивой, стройной, тихой, подходящей. Он оттолкнул меня и выбрал безопасное, классическое. Психологически это ожидаемое. Мужчина с травмой выбирает безопасный вариант. Учебник. Глава 7. Травма и выбор партнера. Но он стоял под окном и оставил перчатку. Это не учебник, это он. Значит, он борется между страхом и мной. И страх пока выигрывает. Ладно, я психолог, и я умею ждать. Но было больно. Опять. Черт. А через 2 дня пришло приглашение. Городской бал в ратуше по случаю помолвки графа де Бамона и мадемуазель Виктории де Арси. Я смотрела на приглашение. Мадемуазель Маргерит Морель приглашается. «Селеста», — сказала я. «Да, мы идем на бал». «Мы? Я и ты, если хочешь». «Вы хотите пойти на бал по случаю его помолвки с другой?» «Да». «Зачем?» «Потому что я не буду прятаться, не буду сидеть дома и считать фонари. Я пойду в хорошем платье с прямой спиной и улыбкой, и я покажу этому упрямому, колючему, невозможному графу, что я живая, что я двигаюсь, что я не сломалась, а он идиот». Селеста посмотрела, потом медленно улыбнулась. «Я буду в голубом», — сказала она. «А я в зеленом». «Новом?» «Нет, старом, темно-зеленом с кружевом, в котором я была, когда он впервые пришел в агентство». «Почему в старом?» «Потому что он помнит, и я хочу, чтобы он вспомнил». Селеста кивнула и пошла готовить платье. Бал. Ратуша Валь-де-Ора. Серый камень, колонны, свечи, музыка. Зал полный, полгорода. Все смотрят, все шепчутся. Я вошла, Селеста рядом. Граф стоял у дальней стены, рядом с Викторией де Арси. Она была высокая, тонкая, светловолосая, в белом платье. Красивая, действительно, как картинка, как статуя, как пустое место. И я это увидела сразу. Психологический взгляд, он не отключается.
Он стоял рядом с ней, и между ними не было ничего. Ни тепла, ни напряжения, ни искры. Он не смотрел на нее, он смотрел в зал, мимо лиц, мимо глаз. Он искал. Искал меня. Наши взгляды встретились. Секунда, 2, 3. Я не отвела взгляд. Я смотрела. Прямо, спокойно, с улыбкой, которая говорила: «Я здесь. Я живая. А ты идиот». Он побледнел. Виктория что-то сказала, он не услышал. Виктория повторила, он кивнул, не глядя на нее. А я развернулась и пошла к выходу. Медленно, ровно, спина прямая, подбородок вверх. Селеста за мной. «Мадемуазель, вы уходите?» «Да, но бал только начался». Я сделала, что хотела. Он увидел, он знает. Идем. Мы вышли в сад. Запах жасмина, каменная скамейка. Я села, выдохнула. Селеста села рядом. «Мадемуазель, вы в порядке?» «В порядке». «Он смотрел на вас». «Знаю». «Не на невесту, на вас». «Я знаю». «И?» «И ничего. Он с ней, а я здесь. Все». «Но он...» «Селеста, хватит. Помолчи». Селеста замолчала. Мы сидели, пах жасмин, играла музыка. И тут звук шагов по гравию. Быстрых, решительных. Я повернулась. Граф шел по саду, один, без Виктории. Галстук ослаблен, волосы растрепаны, глаза огромные, серые, не холодные, горящие. «Куда вы ушли?» — сказал он. «Домой», — сказала я. «Поздравляю с помолвкой, месье. Она вам подходит. Стройная, тихая, не разговаривает». «Маргерит!» «Не надо. Я призналась, вы отказали, и я уважаю ваш выбор». «Я идиот». «Что?» — сказала я. «Я идиот. Я стоял под вашим окном всю ночь и не постучал. Я объявил помолвку с женщиной, к которой ничего не чувствую, чтобы доказать, что ваш дар ошибся. Ну, не ошибся». «Лоран, что ты хочешь сказать?» «Вы моя суженая. Не потому, что так написано, а потому, что я...» «Потому что ты...» «Потому что я не могу без вас. Потому что я считал фонари. Потому что я стоял под окном. Потому что я купил одну морковь. И потому что я прыгнул в ручей. И потому что... Потому что я люблю вас. И это впервые. Не так, как с Элен, не тихо, не покорно. По-другому, громко, страшно, как вы». Я смотрела, он смотрел. Селеста тихо встала и ушла. «Дышите, граф», — сказала я. «Дышите. Вы же не бревно. Бревна не разговаривают». Он смотрел секунду, 2 и потом рассмеялся. Тихо, хрипло, как будто забыл, как это делается. А потом заплакал. Одновременно смех и слезы. Глупо, неуклюже, прекрасно. «Маргарит!» «Лоран», — сказала я. Он шагнул, и я тоже, и мы стояли очень близко. И я чувствовала его дыхание. Его руки поднялись, дрогнули, легли мне на плечи, осторожно, как будто я хрустальная. «Я не разобьюсь», — сказала я. «Я не хрупкая, не тонкая, не тихая. Я пухлая, шумная, упрямая попаданка, которая считает фонари и ест подгоревший хлеб. И я не сломаюсь». «Знаю», — сказал он и поцеловал меня. Я ответила. Конечно, ответила, потому что я 3 недели считала фонари, потому что я стояла у ворот и сказала: «Я люблю вас», потому что перчатка лежала в ящике стола, и потому что я Дарин, Маргарит, попаданка, сваха, пухлая девушка в тесноватом зеленом платье, которая влюбилась в графа и не сдалась. Мы целовались в саду под жасмином, при луне, при музыке, которая играла что-то сентиментальное и фальшивое. Я вырвалась первой, потому что мне нужно было сказать: «Лоран». «Да». «Виктория». Он замер, потом закрыл глаза, потом открыл. «Я пойду и скажу ей сейчас». «Что скажешь?» «Что помолвка отменяется».
что я идиот, что моя судьба не она. Ты так и скажешь? Именно так. Она будет в ярости. Нет, она будет в облегчении. Она не любит меня, я не люблю ее. Мы оба знаем, это был фарс. Единственное, что не фарс, это вы. Ты. Что? Не вы, а ты. Если мы целуемся под жасмином, то мы на «ты». Ты, сказал он, Ты, Маргарит, моя судьба. Моя все. Все это громко. я знаю, я граф. Графы всегда громко. Графы всегда тихо. Ты исключение. Ты тоже. И он пошел в ратушу отменять помолвку, а я стояла в саду под жасмином и ждала. И через 10 минут шум, крик. Голос Виктории не злой, а облегченный. Она кричала: «Наконец-то! Я 2 дня ждала, когда ты это скажешь. Я не хочу за тебя выходить. Ты угрюмый, упрямый и не умеешь улыбаться. Иди к своей свахе. Она хотя бы смешная». Город ахнул, потом захлопал. Потом Селеста выронила блокнот. Опять. Эпилог. Полгода спустя. Агентство процветало. Селеста вела основную работу. Записывала, принимала, консультировала. Она научилась. Не видеть пары, конечно, но слушать, задавать вопросы, замечать. Тетушка была бы горда. Я иногда помогала. Но теперь, как жена графа де Бамона, что вызывало у меня непреодолимую иронию. Я, Дарин, психолог, попаданка, графиня. Звучало нелепо. Выглядело еще более нелепо. Пухлая графиня в тесноватых платьях, которая ест хлеб на балах и говорит месье людям, которые говорят ей «ваша светлость». Лоран ворчал. Постоянно. О чем угодно. О погоде, о налогах, о том, что я ем слишком много хлеба, о том, что Селеста слишком громко говорит, о том, что клиенты приходят в агентство и занимают мое время, которое, по его мнению, должно принадлежать только ему. Лоран ревновал. Каждому клиенту-мужчине. Каждому. Даже к месье Пти, которому было 63, и который приходил поговорить о дочери. «Зачем он здесь?» — говорил Лоран, сидя в агентстве в кресле. Каждый вечер. Он клиент. Он старик. Он клиент-старик. Почему он на тебя смотрит? Он не смотрит на меня, он смотрит на свои бумаги. Он смотрит поверх бумаг. Лоран. Что? Иди домой. Нет. Тогда молчи. Графы не молчат. Ты не граф, ты муж. Мужья молчат. Графы мужья не молчат. Графы мужья молчат, если жена говорит «молчи». Он опять смотрит. Лоран. Каждый вечер он приходил в агентство проверять. Что проверять, неясно. Он садился в кресло и смотрел. На меня, на клиентов, на дверь, на Селесту, которая старалась не смеяться. «Мадмуазель», — шептала Селеста, — «он вас любит». «Знаю». И ревнует. «Знаю». Он как щенок. Не говори ему, он граф. Графы не бывают щенками. Он щенок в сюртуке. Я улыбалась. Пухлая графиня, которая улыбается. В агентстве с мужем-щенком в сюртуке. С помощницей, которая роняет блокноты. С клиентами, которые приходят и уходят. Жизнь была не та, которую я планировала. Ни Мальдивы, ни самолет. Другая, своя. Я сидела за столом. Вечер, чернильница, чистый лист. Я взяла перо и написала. Дневник Маргарит де Бамон. В прошлом Дарин. А в будущем кто знает. Летела на море, попала в чужое тело, получила агентство, нашла идеальную пару себе самой. Жених меня не выносил, теперь не отпускает и ревнует к старикам. Эх, не понимает еще граф, какое счастье ему случайно досталось. Но я ему объясню. Я ведь психолог. Я умею объяснять. Я отложила перо, посмотрела в окно. Улица, фонари.
Все на месте. Дверь открылась. Вошел Лоран. «Что пишешь?» – спросил. «Дневник». «О чем?» «О нас». «И что ты написала?» «Что ты счастливчик». «Я?» «Да. Случайный граф, которому досталось счастье, а он не понимает». «Я понимаю». «Правда?» «Правда. С тех пор, как ты сказала. У окна, в пыльных ботинках». «Я думала, ты не слышал». «Я слышал все. Каждый раз, каждый день. С тех пор, как ты сказала, бревно не разговаривает». «Я бревно. Я был бревном 3 года, а ты заставила меня говорить». «Я психолог, я умею». «Ты не только психолог. Ты мое счастье, которого много». «Счастья много не бывает», — сказала я. «Бывает», — сказал он. «У нас». Мы сидели, пили чай, молчали. Свеча горела, фонари светили. Счастья много не бывает. Но иногда бывает. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!